Привет, Арми. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Поддержите этот канал, ставя лайки, оставляя комментарии и подписываясь, чтобы с большим энтузиазмом делиться интересными новостями о К-поп. Инцидент накануне дня рождения Чингука. Ночь страха, силы и непоколебимой любви. Привет, Арми по всему миру. Добро пожаловать обратно на Поп-апдейт, канал, который всегда приносит вам самое шокирующие, эмоциональные и душераздирающие истории из мира К-поп. Сегодня мы окунемся в историю, которая потрясла весь фандом. Леденящий душу инцидент произошел всего за несколько часов до дня рождения золотого Магни Чингука из BTS. Представьте себе, 1 сентября было всего в нескольких минутах. День, когда миллионы фанатов готовят празднования, дани и душевные послания. Честь мальчика, который вырос в мужчину, которым восхищаются во всем мире. Но вместо мира и радости ночь перед его днем рождения была омрачена страхом, тревогой и навязчивым напоминанием о том, насколько хрупка грань между любовью и одержимостью. Мирная ночь превращается в кошмар. Это было 30 августа 2025 года, 23 часа 20 минут. Душа была окутана мягким неоновым сиянием. Улицы медленно пустели, движение редело. И армии по всему миру гудели от возбуждения, завершая последнее. Проекты ко дню рождения Чингука, сверкающие свинцовые рекламные щиты, гигантские торты, благотворительные пожертвования. И глобальные стриминговые мероприятия, подготовленные с любовью. Снаружи все казалось спокойным и обыденным. Но внутри подземной парковки роскошного жилого дома Чингука атмосфера была далека от мира. Одинокая фигура, женщина, проскользнула в запретную зону. Ее движения были резкими, почти безумными. Она приблизилась к запертым дверям и с пугающим упорством начала пытаться их открыть. Для обычных жителей это было бы тревожно. Но для Чингука, человека, за каждым шагом которого следят миллионы, это было ничем иным, как ужасом. Его дом, который должен был быть убежищем, внезапно оказался под угрозой. Чингук наблюдал за происходящим через камеры видеонаблюдения. Высоко наверху, в своей квартире, Чингук, возможно, расслаблялся, возможно, листал что-то в телефоне. Или готовился ко сну перед рассветом своего дня рождения. Однако безмятежность была нарушена, когда он услышал странные звуки, доносившиеся снизу. Доверившись своим инстинктам, он повернулся к монитору видеонаблюдения. И то, что он увидел, заставило его пульс участиться. На экране появилось изображение женщины, дергающей двери, пытаясь проникнуть в запретную зону. С каждой секундой, должно быть, становилось все тяжелее и тревожнее. Позже Джангкук описал произошедшее спокойным тоном, лишь отчасти скрывающим серьезность ситуации. Я наблюдал за происходящим через камеру сверху. Снизу доносились странные звуки, и это насторожило меня. Его слова были сдержанными. Но любой мог ощутить напряжение за ними. Это было не просто любопытство. Это было вторжение, и оно происходило в реальном времени. В тот момент, когда дверь открылась, беспокойство переросло в настоящий страх, когда женщине удалось открыть одну из дверей. Этот звук, скрип ломающегося барьера, должно быть, пронзил сердце Чингука, словно тревожный колокол. В этот момент безопасность его личного пространства была разрушена. Что, если она продвинется дальше? Что, если у нее были злонамеренные намерения? Ответ Чингука был резким и непоколебимым, полным разочарования и неоспоримой границы. А ладно. Вы все говорите, что вы друзья, но давайте будем реалистами. Что это? Если вы выйдете, я запру вас внутри. Вы можете прийти, если хотите отправиться в полицейский участок. Хорошо. Это был больше, чем гнев. Это было выживание. Это был человек, восстанавливающий свое право жить без страха.
Не в первый раз. Что делает эту историю еще более душераздирающей, так это то, что это был не первый раз, когда безопасность Джungкука была поставлена под угрозу. Июнь 2025 года, всего через несколько часов после его увольнения из армии, женщину арестовали за попытку угадать код его двери, чтобы проникнуть в его дом. Март 2025 года, другой так называемый фанат подсунул ему под дверь написанное от руки письмо и действует как безобидный. Но для Джungкука это было явное нарушение его частной жизни. В 2019 году утечка фотографий с камеры видеонаблюдения привела к появлению ложных слухов об отношениях, которые переросли в навязчивые домыслы и вынудили HYB обратиться в суд. Чингук снова и снова сталкивался с реальностью того, что его личное пространство никогда не бывает полностью защищенным. Реакция армии варьировалась от гнева до слез. Как только этот инцидент всплыл в интернете через фан-аккаунты, например, обновление Daily, социальные сети взорвались. Армия по всему миру изливали свои эмоции на Уиверс, Твиттер, Reddit и не только. Некоторые были в ярости. Как это могло повториться? Другие плакали, и в сердце разрывались при мысли о том, что Джungkook чувствует себя небезопасно накануне своего дня рождения. Многие требовали ответственности, кричали на хайп и призывали к более строгим мерам безопасности. Платформы заполонили сообщения о любви. Он просто хочет жить мирно. Почему это так сложно? Джungkook, ты никогда не один. Мы всегда с тобой. Это не любовь. Любовь Раэля защищает. В этой буре гнева и печали одно было ясно. Преданность армии Чингуку была непоколебима. Невидимые шрамы. Для посторонних ситуация может показаться незначительной. Никто не пострадал. Полиция прибыла быстро. С ним все в порядке. Но травма не исчезает так просто. Представьте себе жизнь в страхе. Что любой звук в ночи может означать, что кто-то пытается проникнуть. Представьте, что вы лежите без сна и гадаете, не вторгнутся ли снова в ваше убежище. Эти переживания оставляют невидимые шрамы, бессонницу, паранойю, эмоциональное истощение. Улыбки Джungkooка могут оставаться сияющими для армии, но за ними скрывается человек, который пережил неоднократные нарушения своей безопасности. Джungkook стоит гордо. И все же, верный своей стойкой натуре, Чингук не позволил страху определять его. 31 августа, всего через несколько часов после инцидента, он появился на обороте со своей фирменной улыбкой. Спокойный, теплый и уверенный он приветствовал армию, как будто ничего не произошло. Этот момент говорил о многом. Это был акт мужества, а не отрицания. Этот Джungkook решил подняться над собой, защитить армию от беспокойства и показать, что его сила больше, чем тени вокруг него. Для фанатов эта улыбка была бесценна. Это было не просто поздравление с днем рождения. Это было доказательство его неукротимого духа. Любовь или одержимость. Этот инцидент вызвал широкое обсуждение в фандоме и СМИ. Где грань между восхищением и одержимостью? В какой момент любовь превращается во что-то разрушительное? Мир. К-поп долгое время был преследуем культурой сассаринов, фанатами, которые размывают границы и пренебрегают айдолами как человечностью. Для Чингука, как и для многих до него, эта цена мучительно высока. Истинная любовь поддерживает, одержимость душит. И этот инцидент стал леденящим напоминанием об этой истине. Надежды. На его 28-й год. Теперь, когда Чингук вступает в свой 28-й год, его путь омрачен рисками. Но также освещен бесконечным океаном любви. Рекламные щиты в Нью-Йорке, Сеуле и Токио сияли с его изображением. Благотворительные акции собрали миллионы в его честь. Поклонники по всему континенту пели «С днем рождения» с наступлением полуночи.
несмотря на страх 30 августа, 1 сентября, стало всемирным праздником стойкости, единства и безусловной любви к Чингуку. Последний урок. Любовь, которая защищает. Ночь 30 августа 2025 года никогда не будет забыта. Ночь, наполненная тревогой, сломанной безопасностью и суровой реальностью одержимости. Но это также будет помниться как ночь, когда Чингук проявил силу в уязвимости, оставаясь твердым, непоколебимым и верным себе. И для армии урок ясен. Любить айдола не значит владеть им, любить значит уважать. Защищать, обеспечивать его мир и счастье. Так как Чингук отмечает свое 28-летие, пусть он войдет в дни, наполненные не тенями, а светом. Пусть его ночи будут мирными, его утра радостными. А его путь окружен только любовью, которая исцеляет, а не вредит. С днем рождения, Чингук! И пусть этот год принесет тебе безопасность, утешение и счастье, которых ты так глубоко заслуживаешь. И здесь, в Копдоте, мы продолжим следить за его историей. И какие бы бури ни случились, одно всегда останется. Армия и Джункук будут идти бок о бок к яркому свету и более безопасному завтра.